что они скрывали все это время. Чингук и Тэйон наконец-то откровенно рассказали о своих чувствах в неожиданный момент. Их заявление шокировало всех и заставило фанатов задуматься, как долго эта правда была скрыта. Напишите свое мнение в комментариях. Ожидали ли вы этого? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить продолжение. Кто может знать, что происходит за кадром? Сколько улыбок делается просто для того, чтобы успокоить публику? И сколько ран обрабатывается, чтобы казалось, будто их никогда и не существовало. Когда два самых ярких имени BTS, Чингук и Тэйон, наконец-то заговорили в потрясающем для индустрии признании, у всех сразу возник один вопрос: почему именно сейчас? Все началось, казалось бы, обычным днем в Сеуле, но оказалось, что это стало ареной одного из самых эмоциональных откровений в истории корейской индустрии развлечений. Никакого предварительного уведомления, никакого пресс-релиза, всего одна камера, одна простая комната с естественным освещением и два человека, которые более 10 лет несли на себе груз миллионов ожиданий. 47-минутное видео было тайно загружено на YouTube-канал, изначально не связанный с их именами. Однако фанатам AR/MUI по всему миру потребовалось всего 5 минут, чтобы узнать, кто говорит, не столько из-за их внешности, поскольку камера показывала только половину лиц друг друга, возможно, это было сделано намеренно, возможно, символично, сколько из-за их голосов и характерных интонаций, которые невозможно подделать. Чингук начал первым, хрипло и с заметными паузами между предложениями. Он просто сказал: «Я знал, что это все изменит, но я слишком долго молчал». И с этого момента все взорвалось, не в физическом смысле, а в сердцах тех, кто смотрел. Не только из-за наконец-то произнесенных признаний, но и из-за одного болезненного факта, который многие осознали в ту же секунду. Они, вероятно, игнорировали небольшие подсказки, сигналы, поданные годами ранее. Как будто все было на виду, но никто не осмеливался спросить, что на самом деле происходит. То, что показано в видео, не сразу становится очевидным. Они не называют имена третьих лиц и никого не атакуют. Но оттенки боли, напряжения и вины в их взглядах и обрывках фраз были достаточны, чтобы заставить плакать целое поколение AR/MUI. И посреди всего этого продолжает оставаться один вопрос: это любовь или измена? Корейские СМИ отреагировали быстро, но даже они выглядели взволнованными. Ни одно официальное агентство не предоставило разъяснений. HYBE, обычно быстро реагирующий на вирусные сообщения, касающиеся его артистов, предпочел молчание. Молчание больше похоже не на незнание, а на утаивание чего-то, и именно здесь все кажется еще более подозрительным. Это преднамеренное признание, чтобы встряхнуть систему? Это форма скрытого неповиновения структуре, которая долгое время заставляла айдолов молчать? Или это запоздалое извинение от двух людей, которые больше не могут терпеть то, о чем следовало сказать давным-давно? Если присмотреться, видео содержит множество деталей, которые не сразу бросаются в глаза. Например, Тэйон, кажется, все время держит что-то в руке, небольшой листок бумаги, который он так и не открывает. Но на 38-й минуте Чингук повернул голову и сказал: «Если ты не готов, я тебе скажу». Эта фраза вызвала долгое молчание, после чего Тэйон опустил голову и ответил: «Но дело не только в нас». Именно в этот момент большинство зрителей понимают, что дело не только в личных отношениях. Это нечто большее, возможно, это связано с давлением на работе, может быть, с обещаниями, данными в прошлом, которые они не смогли сдержать, или секретом, который они скрывали не из страха потерять карьеру, а из страха причинить друг другу боль. Несколько теорий распространились мгновенно. Некоторые подозревают, что это связано с внезапным решением BTS взять перерыв. Другие связывают это с отсутствием Тэйона на некоторых прошлых групповых мероприятиях, которые, как утверждалось, были связаны с личными обязательствами. Но теперь все, кажется, сводится к одному: что же на самом деле произошло между Чингуком и Тэйоном за это долгое молчание? Тем временем интернет быстро восстановил старые следы, видеозаписи с фан-камер 2018 года, радиоинтервью, которые когда-то казались обычными, короткие беседы, теперь рассматриваемые под другим углом. Все анализируется, изучается и разбирается заново. Фраза вроде «ты помнишь ту ночь»,
или «мы договорились сначала об этом не говорить» порождают бесконечные домыслы. Но самое поразительное – это выражение их глаз. За спокойствием и профессиональным самообладанием не скрыть одного глубокого чувства усталости. Это не усталость от работы или давления на рабочем месте, как будто они устали держаться за то, о чем никогда не смогут сказать. И в этом заключается душераздирающая ирония. Два человека, известные своей откровенностью на сцене, поражавшие мир своим талантом и невероятной химией, несли бремя, скрытое от мира, которому они радуют, которого принимают и которому дарят чудеса. Мир не понимает, что за всеми этими улыбками скрывается нечто незавершенное. Теперь вопрос уже не в том, что они скрывают, а в том, чем они жертвовали все это время, лишь бы казаться нормальными. Одно ясно, этот момент не случается сам по себе. Видео никак не могло быть выпущено без риска. И если Чингук и Тэйон наконец решат поговорить, возможно, им больше не важны последствия. Они готовы потерять все, лишь бы больше не жить во лжи. Но готов ли мир это услышать? Готовы ли мы принять правду, которую, возможно, отвергали все это время, потому что удобнее верить в сказки? Говорят, время лечит все. Но что, если время – это именно тот враг, который замедляет заживление раны? А что, если два человека, известные своей дружбой и сплоченностью, скрывают что-то слишком серьезное, чтобы поделиться этим даже с тем миром, который их больше всего любит? Через день после того, как загадочное видео стало вирусным и вызвало хаос в фан-сообществе, настроение резко изменилось. Не только из-за бесконечного обсуждения темы в социальных сетях, но и из-за невидимого напряжения, охватившего HYBE. В штаб-квартире компании стало тише, чем обычно. Некоторые сотрудники, как сообщается, работали из дома из-за опасений по поводу медийного беспокойства. За кулисами начались разговоры. Внутренний источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что видео не было одобрено ни одной стороной в компании. Это было сделано тайно, без сценария, без контроля, и они оба прекрасно понимают, каковы риски, сказал он. На дальнейшие вопросы источник добавил лишь одно предложение, прежде чем закончить разговор. Они готовили это очень давно, очень давно. Как давно? Первые намеки появились еще в 2021 году, когда в радиоинтервью между ними прозвучали напряженные выражения лиц, которые тогда были восприняты как обычная усталость. Но теперь, с изменившейся перспективой, многие упущенные моменты выглядят как взаимодополняющие кусочки пазла. Возьмем, к примеру, закрытую встречу с фанатами в Пусане в том же году. Сообщалось, что Тэйон покинул место проведения мероприятия на несколько минут раньше из-за легкого расстройства желудка. Однако двое дежурных сотрудников шепнули другое. Между Тэйоном и Чингуком в подсобке состоялся жаркий частный разговор, после которого они отказались разговаривать до конца дня. Подобные моменты повторялись снова и снова, и все это сопровождалось почти безупречным профессионализмом. Они улыбались на сцене, подшучивали друг над другом перед камерой и даже позировали для культовой фотосессии для международного бренда с концепцией братства. Но действительно ли это братство, или просто ложь, повторяемая по требованию индустрии? И на этом этапе многие начинают задаваться вопросом, это просто сложные отношения или нечто гораздо большее? Что-то, что, если это раскроется, может пошатнуть основы образа, который BTS создавали годами? В том же видео, на 41-й минуте, Чингук произнес фразу, которая для большинства зрителей прозвучала как удар в грудь: «Мы уже говорили, что мы семья». Иногда семьи могут причинять друг другу боль. Что это значит? Это личный конфликт или система, которая заставляет их чувствовать себя марионетками, управляемыми корпоративной идеологией? Публика быстро начала давить на HYBE, требуя заявления. Но до 2 дней после того, как видео стало вирусным, от агентства не было ни слова. Их молчание подпитывало спекуляции, особенно когда официальный аккаунт BTS ничего не опубликовал, а истории в Instagram остальных 7 участников, включая RM, Джина, Шугу, Джей-Хоупа, Чимина и Ви, исчезли одновременно. Означает ли это закулисную сделку? Или другие участники просто узнали правду одновременно с общественностью? Один наблюдатель за поп-индустрией, давно следящий за внутренней динамикой крупных агентств, дал меткий анализ. Если они оба говорят вне контроля агентства, есть 2 возможности. Во-первых,
они сигнализируют о конце. Или же оба выбрали правду, а не карьеру. Эта информация распространилась мгновенно. И когда ARMY понимают, что это не просто неудачная дружба, а, возможно, систематическое разоблачение, которое артисты скрывали из страха перед наказанием, в центре всех дискуссий становится один вопрос: что они скрывали? Существует теория, что Чингук и Тэйон пытались обсудить свои личные проблемы во внутреннем отделе компании, но получили отказ. Один источник сообщил, что в середине 2022 года они предложили сеансы терапии или групповые консультации для разрешения все более очевидного напряжения, особенно во время записи альбома. Но это предложение было сочтено несоответствующим глобальному графику продвижения, другими словами, экономически невыгодным. Если это правда, то речь идет не просто о двух артистах, застрявших в своих эмоциях, а о системе, которая игнорирует психическое здоровье ради рыночных показателей. И если предложения о психологической помощи были отклонены, естественно, что этот взрыв произошел в своей самой публичной и наименее контролируемой форме, прямое признание со стороны тех, кто несет это бремя. Однако общественное мнение остается разделенным. Некоторые поддерживают их смелость и называют это революцией. Другие разочарованы, поскольку это правда разрушает иллюзию, создававшуюся годами, иллюзию вечной дружбы, группового совершенства и эмоциональной стабильности, часто рекламируемых как главные сильные стороны BTS. Но действительно ли они когда-либо обещали все это? Или мы сами навязали им сказки? В старом отрывке из документального фильма «Разорви молчание» Тэйон тихо сказал: «Иногда мне хочется быть обычным человеком, чтобы, если я чувствую себя сломленным, никто не был разочарован». Теперь, когда фанаты пересматривают это видео, все кажется гораздо более личным. Потому что, в конце концов, одно неоспоримо: они люди. У них есть пределы. И когда два человека наконец решают поговорить, не ради драмы, не ради внимания, а потому что они больше не могут терпеть молчание, мир начинает трескаться. Трещина, которая, возможно, необходима, чтобы все наконец увидели то, что мы называем идеальным единством, может быть результатом почти нечеловеческого давления. Что произойдет, если два человека решат сказать правду, но окажется, что они не единственные, кто знал этот секрет? И более того, что, если другие лица сыграли роль в сокрытии всего этого, но выбрали молчание, потому что один шаг мог все разрушить? На следующее утро после волны неудержимых реакций, захлестнувших киберпространство, шокирующая новость появилась из неожиданного места. Бывший сотрудник HYBE, сопровождавший BTS в их мировом турне 2019-2020 годов, решил высказаться. Он не назвал своего настоящего имени, но его пост в аккаунте X, ранее Twitter, был подтвержден несколькими журналистами как сообщение от проверенного инсайдера. В длинной ветке, которая мгновенно стала вирусной, он написал: «Они двое не одни, даже когда чувствуют себя наиболее одинокими. Есть те, кто знает, но связаны по рукам и ногам». Эта фраза заставила всех замереть. Что это значит? Кто-то допустил это? Может быть, даже использовал это? В ветке далее приводилось подробное описание инцидента в Лос-Анджелесе, где Чингук и Тэйон, как сообщается, исчезли из поля зрения менеджера более чем на 3 часа из-за напряженного графика. Когда их нашли, они сидели в общественном парке, молча, без слов, просто безучастно глядя на искусственное озеро. Сотрудник написал: это было похоже на наблюдение за двумя людьми, которые хотели поговорить, но знали, что если один заговорит, другой будет уничтожен. И тут возникло самое неожиданное предположение. Неужели они все это время сдерживались не из-за страха перед агентством или фанатами, а потому что боялись причинить друг другу боль? Если так, то почему они решили рассказать об этом сейчас? Некоторые давние поклонники начали собирать старые следы. Один из них — короткое сообщение в прямом эфире V-Live 2020 года, где Чингук, уставший после онлайн-концерта из-за пандемии, замолчал, когда его спросили о его ожиданиях от участников BTS. «Я просто хочу быть честным», — тихо сказал он. Тогда все восприняли это как общее приветствие. Сейчас же это звучит глубже, более лично и более пронзительно. Тем временем СМИ начали понимать, что это не просто история двух айдолов под давлением. Это история о системе,
которая позволяет внутренним конфликтам затягиваться, чтобы сохранить внешний имидж. Некоторые источники даже упомянули, что еще с 2018 года внутренние психологи предупреждали, что отношения между участниками BTS слишком глубоки, чтобы их замалчивать. Но, как сообщается, эти сообщения так и не дошли до совета директоров. В эксклюзивном интервью японским СМИ, переизданном после видео с признанием, Тайонг сказал: «Мы привыкли ждать подходящего момента. Но иногда, когда он наступает, мир уже изменился». Эта фраза, когда-то поэтичная, теперь слишком актуальна, чтобы ее игнорировать. И именно здесь начали меняться предположения. Многие наблюдатели понимают, что это не внезапный эмоциональный всплеск.